Всем привет! Сегодня в этом видео я расскажу о том, как можно узнать, есть ли подсос у впускного коллектора. Subaru XV 12 модельного года недавно была произведена замена двигателя на контрактный. Есть определенные нюансы. Конечно, с новым двигателем пришлось потихонечку устранять их. Это связано с тем, что здесь отсутствует датчик низкого уровня масла, и поэтому его пришлось кидать на массу, для того, чтобы он не горел внутри. Ну и, соответственно, слишком долгий запуск на холодный двигатель. То есть бывает, что нужно прокрутить стартером 5 или 6 раз, пока он заведет. Да? Потом на теплую машина заводится хорошо. Вот. Поэтому что можно сделать? Во-первых, такое бывает из-за подсоса воздуха. Первым делом нужно проверить датчик впускного коллектора. Вот здесь он с правой стороны. И проверить, возможно, какой-то из патрубков с него просто слетел. Нет, я вижу, что здесь их два, все на месте. Вот. Значит, он рабочий, никаких ошибок не появляется. Да? Я на всякий случай, у меня есть запасной, уже проверял его. Да, он исправен. Но как узнать о подсосе воздуха? Ведь машина не покажет никакой ошибки, ничего не будет. Просто, возможно, небольшой расход топлива увеличится. И, конечно, вот такой вот долгий запуск на холодную из-за подсоса. Для этого используют дым-машину, да? То есть такой дым-агрегат для того, чтобы запустить дым, впускной коллектор, и увидеть, где какие протечки. Потому что очень часто может быть, что где-то что-то не докрутили, когда их снимали, или, допустим, вот здесь вот в резинке появилась там трещинка или дырочка, отверстие, что-то такое. Вот. Либо прокладка рассохлась, и от этого воздух подсасывает, неправильно воспринимает мозги новый свежий приток воздуха, и это все влияет на топливно-воздушную смесь. Поэтому есть очень много разных вариантов. Там с помощью банки стеклянные люди делают. Берут баночку, вставляют туда два соска от ниппеля, вот они. В сети очень много информации о том, как можно самостоятельно сделать дым-машину. Вот, использовав какую-нибудь или пластиковую. Но пластиковую я не хочу сделать из нее, потому что, когда попадает туда, там же используется дым от сигареты. И поэтому она вот прожигается. Да? Вставляю такой вот сосочек обычный, с одной стороны, с другой стороны в нее сигарету, задувают компрессором воздух, отсюда выходит дым. Все очень просто. Или брать стеклянную банку. Стеклянная тоже имеет нюансы, легко разбить, сами понимаете. Вот. Я как-то увидел там на Авито, кто-то продавал самодельную такую, я взял за основу из того, что у меня было, да. Вот. Просто обычный кран. И даже подписал себе здесь, чтобы самому не запутаться. Вот он, воздух отсюда заходит, сюда через переходник вставляем компрессору подключения. Дальше проход, есть возможность перекрыть, так как это кран, для того, чтобы, когда мы накачаем там 0,5 бара, больше не нужно, чтобы не выдавило никакие прокладки и не повредило никакие датчики. Да? Перекрыли, и дым там находится, мы смотрим, куда он пошел. Да? Вот здесь вот у меня с помощью паяльника. Хорошо закрутил. Вот он. Я нагрел и, соответственно, сделал такой приемник для сигареты. Вот он. Вот он еще остаток здесь. Вот он. Вставляем, закручиваем, зажигаем. И, соответственно, воздух проходит, дым выходит. Все, что нужно сделать. Подключить, понеслась. Подключаю вот где-нибудь, где заглушка уже есть для того, чтобы можно было, допустим, вот здесь у меня, да, или также можно было бы вот здесь вот сбросить, сделать. Любое место подойдет, в принципе. Если таким образом где-нибудь появится дымок, мы будем понимать, что там идет подсос воздуха. Очень просто и очень дешево, сердито. Поэтому в этом видео я вам покажу, как это можно сделать самостоятельно. Исключить, потому что я сейчас занимаюсь именно методом исключения, чтобы утром, как раньше, можно было вот с полтычка завести двигатель. Вот. Все остальное уже работает слаженно. И, кстати, вот сейчас я уже сделал эту всю процедуру. Все видео сейчас пойдет дальше. И хочу сказать о том, что в этом видео мы не только узнаем, как можно проверить впускную систему, да, вот впускной коллектор, патрубки, все остальное на утечке, на подсос воздуха, но и также прочистим клапан рециркуляции картерных газов. Вот, первый раз я его снимал, прочищал, поэтому вот у меня из него как бы дымок пошел. Поэтому сейчас я запущу движок, машина уже отстоялась, и посмотрим, как повлияло ли это или нет.
И да, немножко у меня подсасывало, получается, со стороны дроссельной заслонки, так как я ее прочищал также. Дроссельная заслонка новая. И, конечно, чуть-чуть вот не дотянул. Сейчас вот потянул как следует. Это подсос воздуха. То есть получается, что где-то в патрубке, да, где-то вот хомут не затянут, или, возможно, какие-то трещинки появились, где-то идет подсос воздуха, и от этого тоже возможен долгий трудный запуск, особенно на холодную. Но такая ерунда, что иногда на холодную она заводится достаточно хорошо. Так, пробуем завести на холодную. Даем бензонасосу накачать топливо. Ну надо же, прям сразу. Но обычно так не происходит. Ладно. Вот такая вот дилемма. Поэтому сейчас мы собираемся проверить впускную систему на наличие подсосов. Как это сделать? С помощью обычного дыма-машины. Да? Дым-машина. Только мы не будем покупать какую-нибудь там дорогостоящую, больше 10 тысяч, или там, допустим, как я видел на Авито, есть такие в виде компрессора, сразу готовые, тоже там добавляется жидкий дым, тоже около 4-5 тысяч они стоят. И даже не будем брать в аренду за 1000, и не будем в сервис обращаться, где тоже вот это могут определить. Все это можно сделать в домашних условиях, в гаражных условиях, на улице, где угодно. Будем использовать обычный дым сигарет и собранную, так сказать, на коленке дым-машину. Сейчас я ее покажу. Зажгу ее. Сломалась. Пока выключай. Единственное условие для того, чтобы все заработало, это, конечно, перекрыть подачу воздуха от фильтра. То есть для этого снимаем впускной тракт воздуха. Берем обычный целлофановый пакет. Можно его свернуть в 2 раза. Главное, чтобы он не был дырявый. Вот, в 4 раза. И перекрываем подачу воздуха. Потому что в любом случае дым пойдет тогда сюда, и мы потеряем давление необходимое. И, кстати, мы будем давление нагнетать не больше 0,5 бар. Потому что мы не хотим, чтобы повредились какие-нибудь датчики или выдавило прокладки. Итак, чтобы самому просто не перепутать, я все подписал. Воздух. Через переходничок вставляю. Есть. И дым. Дым хорошо подходит вот сюда. И вот сюда мы вставляем патрубок, который будет выдавать дым. Ну, достаточно герметично, хорошо. Осталось только найти сигарету. Поджигаем ее, и понеслась. Сигарету как раз вставляю здесь отличное вот это отверстие. Она хорошо попадает туда. Угу. Угу. Так, осталось поджечь. Я не курю, поэтому попробую так, раздуть ее, да и все. И тоже никому не советую курить. Здоровью вредить. Понеслась. Так, закручиваем. И включаем компрессор. Сейчас, чтобы трубка не перекрутилась. Так, вот он, дым пошел, его видно. О, смотри-ка. Откуда это он здесь идет? Вот из этого отверстия, это клапан как раз здесь.
Выключай. Так, перекрываем. Так, ну это вот как раз вот клапан картерных газов. Через его отверстие вот это вот впускное, выпускное. Непонятно, должно быть так или нет. И вот здесь вот я увидел, смотри-ка. Угу. Из-под дроссельной заслонки тоже идет. Угу. Возможно, будет чуть подтянуть. Ладно. Значит, подсос воздуха все-таки есть. Попробуем устранить. О, давление. Самое главное не давать двигателю долго курить, а то он так и будет просить прикурить каждый раз. Итак, дроссельную заслонку, когда я промывал, может быть, немного не дотянул. Сейчас дотянул как следует. Тут всего лишь головка на 10 миллиметров. И для того, чтобы дотянуться до этого клапана EGR, я снял впускной воздушный патрубок. Вот он здесь валяется. И самое главное его открутить, потому что, я так понимаю, его никогда не крутили, болты захрясли. Сверху я это сделать не смог. Попробую отсюда. Не хотелось бы полностью снимать впускной коллектор, потому что там прокладки, они в принципе одноразовые, и не хотелось бы выделываться. А ничего страшного. До второго тоже можно дотянуться. Да, видите как, все. Не обязательно разбирать все, если хочешь прочистить этот клапан. Достаточно только иметь необходимый инструмент и снять, не забыть эту клемму. И, кстати, сейчас вот для того, чтобы добраться и, не дай бог, не сломать, снял вот эту клемму. И она здесь. Вот она, видишь? Надо обязательно не забыть ее поставить назад, потому что, когда мы собирали движок, я вот увидел только что на самом деле вот этот один маленький вот штепсик, да, он туда вот внутрь запрятался, и мы его не увидели и не подключили. А это у нас насос гидроусилителя. Вот такая фигня. Ну, гидроусилитель работал, конечно, но нельзя так было оставлять, до сих пор дымится. Вот, поэтому на все обращаем внимание. Сейчас я сниму его. Фишек здесь дофига, наверное, больше 20, а то и 25, поэтому быть внимательным, самое главное при сборке. Я полностью его сниму целиком, а здесь мы уже разберемся, что не так. Я не знаю точно, должен ли он был дымиться, но тут есть вот эти вот какие-то квадратики, отверстия, да, может быть, как раз для того, чтобы сбрасывать воздух там лишний, или, ну, точно, наверное, не для того, чтобы и подсасывать. Я попробовал так сделать на том старом движке. Там такого нет. То есть из этих отверстий ничего не пошло, никакого дыма. Они пошли из других отверстий, там, где я перекрыл не до конца. Но отсюда нет. Может быть, его нужно прочистить. А я думаю, может быть, просто заменить. Но в любом случае, у меня есть откуда брать. Поэтому методом исключения буду вот так менять. Вот он. Смотри-ка. Картерные газы. Да, очистить можно было бы. Еще снять вот эту часть, посмотреть. Вот отсюда шел дым. Прокладка, я бы не сказал, что она там как-то сильно испортилась, мягкая. Что, снять тот для сравнения? Давай. Так-то внутри он чистый. Движок-то. Так, на синем будет новенький. Здесь сниму. Просто для сравнения. Правильно? Итак, это с нового движка, да? Смотри, как он выглядит. И со старого движка. Угу. Ну, видно, что здесь в старом даже какая-то то ли ржавчинка, то ли что это такое. Ну, больше на нем нагори. Отверстия у всех, ну, понятное дело. Ну что, тогда раскроем его, посмотрим, почему здесь так идет. Здесь я ничего не вижу, там, получается, что-то блестит. Или попробуем сразу поставить старый, только промыть его,
и посмотреть, будет ли снова дымить. Ну, как вариант, правильно? Все, очистил и промыл эти клапана. Старый, конечно, дольше пришлось чистить, даже немножко зашкурить тут нулевочкой. Новенький, в отличие от него, тот, который как раз пропускал, не знаю, будет ли пропускать старый, надо будет сейчас проверить методом исключения. Если его разобрать, перед тем, кстати, как разбирать, не забывайте, чтобы на то же самое место попасть, сделать насечку себе одну, да, чтобы пластмасска соединилась с металлом, так как она и была. Ничего сложного. Ничего сложного. Вот он штырек, на него подается напряжение, он выдвигается и, соответственно, давит сюда. Давит сюда, открывает внутри, вот он клапан. Газы выходят, да, картерные газы. Но здесь есть вот эти вот, откуда вот дым выходил, вот эти вот маленькие канавки. И с одной и с другой стороны. Нет никаких резинок, никаких уплотнителей, ничего. То есть вот ты придавил, все плотненько. Единственное, что вот это вот, сколько здесь, миллиметров 5, и они должны как бы перекрывать. Для чего сделано? Может быть, на тот случай, если вдруг когда-нибудь этот клапан забьется настолько, что вообще не сможет ничего пропускать, то хотя бы там, ну не знаю, излишки вот выходили сюда. Но сейчас у меня выходит, получается, дым, да, сигаретный этот, проверочный. Поэтому я сейчас пока его не буду ставить, поставлю старый и проверю, как он будет себя чувствовать и как вообще двигатель с ним будет работать. Так-то вот он тоже промыт, все с ним хорошо. Единственное, что только я его не разбирал внутри. Может быть, это сейчас и не требуется. Поставим, проверим. После того, как прочистил этот клапан EGR, используя вот, очиститель для двигателей, Raskak хорошо помог, ну и немножко очистителя карбюратора. Все там внутри хорошо. И вот эти вот отверстия, получается, как я и предполагал, с одной и с другой стороны для избыточного давления. Если вдруг он забьется, что не сможет никуда давать, они будут как раз выходить. Продувается, как и тот. Поэтому на это смотреть не будем. Сейчас я подкрутил болты, которые удерживают дроссельную заслонку. И, соответственно, будем пытаться снова найти, вот уже зарядил сигарету, будет ли еще подсос воздуха. Если нет, значит мы ждем клапан, потому что... Третье и основное, то, что я не сказал, если так получается, что на холодную пуск удлиненный такой, да, там 5-6, больше нужно раз прокрутить стартер, чтобы двигатель завелся, значит ему не хватает бензина. Нету давления в топливной рампе. А значит не держит клапан, а клапан находится у нас вот в топливном баке, прямо под сиденьем. Так что попробуем сначала убедиться, что у нас больше нет подсоса воздуха, и будем переходить дальше. Если вы курите, вам разжигать будет намного проще, чем мне. О! Дым-машина заработала. Ноль пять. Ну, слушай, все. Получается все, да? Ничего не вижу больше, да. Вот здесь только получше. Давай сейчас сделаю. Где? Прям вот здесь, где фишка вот чуть-чуть. Где вторая дырка. Это там же, да. Мы больше туда не смотрим. Это когда избыток, да, он, получается, оттуда сбрасывает. Получается нету больше. Все. Я больше всего грешил на вот эти вот прокладки, которые впускного коллектора. Он так на... Здесь нет. Он пластиковый, да, он получается, да, есть в нем давление. Если я сейчас брошу, он прям сразу начнет курить. Ух! Все. Подсос воздуха исключаем. Больше такого
Не будет. Если снова будут проблемы, вот на утром, да? Вот сейчас, кстати, он стоял, да? Сколько? Вот. Попробуем завести. Сейчас только пакетик сниму. И если снова возникнет такое по утрам, то все, дело только в этом клапане, который находится у нас внутри. И никак не связана замена двигателя с тем, что тебе требуется чуть больше вот делать прокрут стартера ключом, прежде чем заведется движок. Собираю, пробуем. Последняя причина – это клапан-регулятор давления, который находится внутри самого бензобака. Никак не связан, получается, с сменой движка, скорее всего, какое-то непонятное совпадение. Поэтому я его на всякий случай уже заказал. Если мне не поможет мои манипуляции, то я сниму, через неделю как раз он придет. Конечно, с Алиэкспресс, там он дешевле в 3-4 раза. И я думаю, мы добьем эту неприятную ситуацию и восстановим, как было раньше. А раньше было прям с полтычка. Ну, конечно, новый движок дает новые ощущения. Сейчас я заведу его, и мы посмотрим, как он работает и помогла ли моя манипуляция. А если это видео вам было полезно и познавательно, не забывайте палец кверху. С вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире и пока. Заснимешь, да? Ну, достаточно хорошо завелась. Возможно, в этом была причина. Надо еще проверить, утром будет на холодную.